Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ, но как раз таких мохнатых чудовищ сегодня и не будет. Никто не будет жужжать, никто не будет мешать. Сегодня будет план Барбаросса, то есть план нападения на весенний мед. Как подготовить семью к весеннему медосбору. То есть что происходит в улье с момента облета и как с этими самыми пчелами бороться за мед. Как у них забрать мед, потому что просто так они меду не дадут. План этот не имеет цены, но для вас, Штирлиц, за 30 шекелей всегда пожалуйста. Нарисовал я план, нарисовал зеленую линию. Это линия развития пчелиной семьи весной. Потому что часто спрашивают в комментариях, что там с этими самыми пчелами делать, и называй даты. Ну, я дату вам могу назвать свою, но у вас она будет другая, потому что пчелы у меня, может, облетелись 8 марта, а у вас, может, 20. И все эти планы смещаются в сторону. Так что, если вы смотрите мой канал, то у вас даты с моими могут не совпадать, потому что разный климат, разные погодные условия. Ну, в общем-то, линия одна для всех, и интервалы временные тоже одни для всех. Надо просто знать приметы, на которые надо смотреть, на поведение пчел, и пчелы сами подсказывают, что делать. Так вот, начинаю рассказывать. Вот у нас первая точка весенняя. Облет пчел. Солнышко, плюс 12. И пчелы начали облетываться. Пасека облетывается. Мы очень рады, и с этой датой связан еще один момент. Еще одна дата – это занос пыльцы в улей. Вот это вот вещь. Притом занос пыльцы в улей может не совпадать с датой облета, потому что пчелы могут сегодня облететься, а на завтра лютый холод. Вот как было в этом году. Пчелы облетелись 9 марта, а пыльцы занесли только 19 марта. А 10 дней был собачий холод, и пчелы никуда не летали. Так вот, начинаем наш сезон с момента заноса пыльцы в улей. Если у вас погода хорошая, то занос пыльцы в улей совпадает с днем облета, потому что пчелы заносят пыльцу в улей за 2-3 дня. Облетелись 2-3 дня, и занос пыльцы произошел. Пчелы заносят пыльцу в улей волнами. Это надо запомнить, потому что пчелы пыльцу в улей тянут в небольших количествах все время, а массовые заносы происходят волнами. И дальше разберемся почему. Итак, первая волна заноса пыльцы сразу после облета, потому что надо кормить молодежь, детей, надо белковый корм. И вот якорим дату. Дата заноса пыльцы в улей. Что мы делаем в это время? Все очень просто. Делаем ревизию семьи, смотрим, есть ли матка, нормальная матка, есть ли расплод, нормальный ли она расплод ложит, не горбатый ли расплод, наличие меда, количество пчелы на рамках и все такое. Чистим улей, убираем плесень, подготавливаем семью к весеннему развитию. Если не хватает какого-то из 5 ресурсов, а 5 ресурсов я всегда называл: мед, пыльца, вода, тепло и сами пчелы с маткой. 5 ресурсов для весеннего развития обязательно должны быть. Если чего-то не хватает, исправляем, подкармливаем. Если матка погибла, даем запасную. Дальше что делаем? Утепляем обязательно. Обязательно утепляем. Особенно видно это по этому году, потому что весна была холодная, и у многих пчелы очень сильно просели. Кто поленился весной пчел утеплить, тот сейчас чешет себе задницу и волосы на заднице рвет, потому что пчелы просели и практически пропали. А все почему? Потому что поленились утеплить. И последний пункт — сокращения. Если у вас пчелки плохо перезимовали, их осталось мало, их надо сократить. Сократить по блинову, либо другим каким-то способом, либо искусственные подогревы, потому что даже если вы их утеплите хорошо, они все равно широкое гнездо обогреть не смогут. Такие аварийные семьи сокращаются. Нормальные семьи, которые имеют там по 7-8 рамок пчелы, сокращать не надо. Такие звери мохнатые обогреют кого хочешь и сами себя, и в общем-то никаких там проблем с сокращением нет. И вот когда вы сделали все эти работы, больше нам там в улье делать нечего, аж целых 21 день, вернее даже 40 дней. Как поминки по усопшему, 40 дней мы пчел не трогаем, легко запомнить. Так, значит, пыльцу занесли. И через 21 день семья будет иметь наименьший размер. То есть вторая контрольная точка 21 день. Я здесь написал 21-30, но 30 уберу, потому что чуть неправильно. Что происходит за это время? За это время матка может засеять 4-5 рамок расплода. Обычно больше она не сеет, потому что пчелы может быть в улье и много, но эта пчела не способна выкармливать
расплод. И в это время матка не выходит на пик своей яйценоскости. Она может яиц дать и больше, но пчелы не могут выкормить больше, чем 4-5 рамок и не могут обогреть больше, чем 4-5 рамок. Такие вот дела. В общем, или не греют, или не кормят. Так что больше 4-5 рамок в это время у вас не будет. И в это время, 21 день после заноса пыльцы, пчелы не растут. Семья может только просесть. Я вот тут стрелочками обозначил, что семья в своей силе может пойти только вниз. Вверх, то есть прирост семьи, наблюдается только в очень сильных семьях, и то не всегда. И на 21 день, день жопы, семья имеет наименьший размер. И после этого дня семья либо пойдет на спад и погибнет, либо пойдет резко вверх. В этот период, после заноса пыльцы и 21 день, надо контролировать только наличие кормов и утепления. Но если вы тут все при ревизии правильно сделали, то 21 день в улье вам делать нечего. Прошли этот этап, следующий этап длится 10 дней. То есть я все-таки правильно написал 21-30 дней. 21-30 дней. Потому что пчела у нас сколько выводится? 21 день. А матка за один день все 4-5 рамок засеять не может. Ей надо еще 10 дней для того, чтобы засеять этот расплод. То есть получается 30 дней. На 30-й день открываете улей и смотрите. И чаще всего вы можете заметить там такую картину, что у вас нету запечатанного расплода. Вот я написал слово «пусто». На 21-30 день в этом интервале происходит замена пчелы старой на новую, долгоживущую, которая может кормить расплод уже всем полным составом, всем личным составом. И если у вас пчелы 8 рамок в улье, то матка может выйти на свой пик яйценоскости, потому что 8 рамок пчелы, 8 рамок расплода, они теперь выкормить способны. То есть матка выходит на максимум. И вот через 10 дней у вас вторая контрольная точка, то есть 40 дней после облета. В этот день происходят поминки по усопшим, потому что в это время уже видно, какие семьи после 21 дня, когда семья имела наименьший размер, стартанули и пошли вверх, какие пошли вниз на спад, то есть какие практически перестали существовать. А в этом году это пошесть, кто не утеплил семьи, кто не утеплил улья, это частая история в этом году, потому что весна очень холодная, поэтому на 40 дней празднуем такое счастливое явление, что наша пасека перезимовала и пошла в рост. Ну и поминаем все усопшие семьи, то есть те, что мы выбраковываем. И вот, как я сказал, после 21-30 дня открываете улей, расплода печатного нет. Почему печатного расплода нет? Потому что те 4-5 рамок, которые матка засеяла, больше она яиц дать не смогла. Он на 21-30 день полностью запечатанный. Молодого расплода яичек и личинок очень мало, потому что пчелы не могут столько обогреть. Значит, открытого расплода мало. Печатный расплод выходит в интервале 21-30 дней. Меняется пчела старая на новую. И получается у вас пустые соты с небольшим количеством открытого расплода. И матка в эти соты начинает интенсивно откладывать яйца. На 40-й день она полностью заполняет эти 4-5 сотов, которые были под расплод. Пчелки начинают его понемножку печатать. И вот в этом промежутке между 30 и 40 днем, то есть 10 суток буквально, пчелы опять делают занос пыльцы. Почему занос пыльцы? Потому что до этого им пыльца была не нужна, потому что не было открытого расплода. Весь был печатный, все 4-5 рамок. Теперь матка накидала новых яиц вместо того расплода, что вышел, и им опять понадобилась пыльца. Идет второй занос пыльцы, вторая волна. В этот период, вот в этот промежуток, пчелы делают следующее. Во-первых, так как вышла молоденькая пчелка, она облетывается, то есть происходят массовые облеты. И второе, идет занос пыльцы. Вот пришли на пасеку, видите, массовые облеты, массово пчелы несут пыльцу в улей. Значит, у вас как раз таки этот период. Прозевать его сложно, если вы бываете у себя на пасеке. Его сразу видно. Ну и вот 40 дней мы отпраздновали, усопших отпели. И что в это время надо сделать? Надо пчел расширить. Почему расширить? Потому что матка выходит на свой пик яйценоскости. Теперь она сможет отложить яиц на 8 рамок, на полный комплект.
А у нас рамок только 4-5 штук после весенней ревизии, потому что мы широкие гнезда не ставили. Теперь наша задача расширить пчелосемью. И вот следующий период после 40 дней. Я тут нарисовал. Семья идет в рост. Стрелочки пошли вверх. Семья начинает расти. Раз она растет, нам надо добавить пчелиной семье к тем 4-5 рамкам, которые были, еще 4-5 рамок под расплод для матки, чтобы ей было куда сеять свой максимум, потому что матка может засеять 8 рамок расплода. Ну, обычно 8 рамок расплода, они растягиваются на 10-11 рамок, потому что от бруска до бруска матка, как правило, сотой не засевает. Так вот, в этот период до 40 дней, между 30 и 40 днем, есть у нас 10 дней для того, чтобы расширить пчелиные семьи до стандарта 12-14 рам. Больше не надо, если у вас весна такая, как у нас. Ну, холодновато, в общем. Если весна теплая, можете, в принципе, расширять и до полного комплекта, ставить рамок сколько угодно, но только при условии, если у вас тепло. Но обычно в это время не тепло. И обычно в это время уже зацветают садки. То есть проблем с пыльцой у пчел нет, проблем с нектаром у пчел нет. Они себе на садках принесут все, что им надо. И вот после того, как мы отпраздновали 40 дней, расширили наши семьи до 12-14 рам стандарта, 20 дней опять можно не смотреть. В это время семья растет, матка закидывает все рамки расплодом, то есть у нас получается там 8 рамок расплода. И через 20 дней, то есть на 60-й день после заноса пыльцы первого, у нас получается в улье 8 рам расплода, и это уже роевое состояние. В это время, после 60-го дня, что мы можем делать? Мы можем либо собирать мед, если у нас есть откуда его собирать, может у нас рапс есть, может у нас садки есть, может еще чего-то, может у нас там малины много, в общем, чего-то собираем. А в это время еще клубника начинает цвести. В общем, собирать нектар есть откуда. Было бы только кем. Либо, если у нас взятку нету, мы семьи делим напополам, делаем отводки, расширяем их в это время до полного комплекта. Вот сколько в улей рамок влезает, столько и ставим. Потому что у нас есть нектар, у нас цветут растения, у нас можно собирать мед, но надо еще, чтобы было куда его собирать. А у нас в гнезде только 12-14 рам. 8 рам под расплод и 4 рамки под пыльцу. Ну и там могут быть 1-2 рамки под мед. Так вот, чтобы было куда нам собрать мед, нужны нектарные поля. Поэтому расширяем улей по максимуму. Сколько влезает, столько и ставим. Они могут не все рамки использовать, потому что рамки они будут использовать по мере того, как будет заносить в них нектар, а это зависит от того, сколько нектара есть в природе. Но в принципе, даже если у вас останутся там пустые рамки, они есть не просят, пусть себе стоят. Они будут использовать столько нектарных полей, сколько будет позволять медосбор. И вот в это время собираем взяток. Так, ну и когда мы расширяем улей, после 60-го дня мы начинаем строить вощину. То есть мы ставим улей как? Берем сушь-вощина, сушь-вощина, сушь-вощина. Таким образом ставим максимальное количество рамок и в это время отстраиваем вощину. Отстройка вощины в это время очень положительно влияет на то, что семья не будет роиться. Но об этом я расскажу в следующих видео, потому что сейчас ни черта все равно не поймете. Вощина ставится не так просто. Вощина тесно связана с выращиванием расплода. Так, чтобы было понятно для затравки, без вощины пчелы выращивают расплод хуже, чем если вы ставите им вощину. То есть вощина стимулирует матку на яйценоскость. Вощина не такая простая штука, как вы думаете. Вощиной надо уметь пользоваться. Если вы все правильно будете делать, все у вас получится. Потому что в последнем видео задал мне вопрос зритель, почему у тебя такие, чистые рамки? Как так получается? Может, ты их стираешь? Нет, я ничего не стираю, я ничего с рамками не делаю. Я использую вот этот вот метод. Я использую вощину тогда, когда надо мне сбить роевой потенциал. Это вы можете прочитать в любой книжке. И это способствует яйценоскости матки. Когда мне надо нарастить хорошие семьи, я для этого использую вощину. И используя вощину при расширении, правильно ее нужно поставить, я на акацию имею очень хорошие сильные семьи, которые хорошо собирают мед. Если вы будете ставить просто сушку, для того, чтобы матка откладывала туда яйца, такого эффекта не будет.
Вот тут именно перед акацией, когда наращиваете пчел, вощина проявляет себя как никогда. И ею надо очень умело воспользоваться. Опять же повторюсь, вощина не такая простая штука, как кажется. Это все написано в пчеловодческих книжках, это все есть, но дело в том, что когда люди читают книжки, они не совсем понимают, что там написано. Ну, надо сказать, что там это дело и коряво написано. И действительно, не так это все просто понять. Ну, ладно, будут следующие видео, будем расширять, я все покажу и все расскажу. В общем-то, я это показывал, это называется разовое расширение семей. Я это показывал, как делать, но не показывал, почему я это делаю. Ну, вот в этом году покажу и как делать, и почему именно так, а не как по-другому. Ну, а сегодня было такое видео, вот на этом деле. План Барбаросса весеннего развития заканчивается, а дальше идет борьба с роением и борьба за урожай, то есть за мед. Тут мы либо роимся, либо собираем мед. В зависимости от того, есть у нас взяток или нет взятка. Есть взяток, идем за медом. Нет взятка, боремся с роением. Ну, а сегодня было такое видео. Ставим лайк, кому понравилось. Кому не понравилось, все равно ставим, потому что я очень жаден. И не забываем передавать привет моим мохнатым чудовищам, которых сегодня в кадре не было.